I'm lucky enough to be working in Belarus for the next 5 years. So hopefully in 5 years' time, when I tell you about some of the results, I might be able to speak a little bit of Russian by then. Я надеюсь, что спустя 5 лет, когда я уже работаю над проектом в Полесье, я смогу вам рассказать чуть больше об этом регионе, и мой русский будет получше, чем сейчас. But for now, you're going to have to do with English. Сейчас пока что я говорю только по-английски. So I'm going to talk to you today about some of the wildlife research that we're going to be doing in Belarus. Сегодня я вам расскажу об исследованиях, которые мы проводим в Полесье. And hopefully how we're going to use the results to protect the wonderful wildlife you have here. И я надеюсь, что у нас будет достаточно результатов, которые мы сможем использовать для дальнейшей защиты как раз природных ресурсов Полесья. Now we've had a lot of presentations today, so I'm going to try and keep it short and sweet. Я постараюсь сегодня очень сильно не углубляться, у меня довольно короткая презентация, которая, надеюсь, вам понравится. So a little bit about who I work for. I work for the BTO. Несколько слов об организации, которую я представляю. Я работаю в британском трасте по орнитологии. We're an independent research organization founded in 1932. Мы независимая исследовательская организация, основанная в 1932 году. We run the bird rigging scheme in the UK. В Великобритании мы занимаемся как раз деятельностью по кольцеванию птиц. Our research is normally focused on birds, but we also do research on mammals, invertebrates, and reptiles. Мы в основном работаем с птицами, но также изучаем млекопитающих, рептилий и беспозвоночных. And we use data collected by scientists and also citizen science to further our understanding of the natural world. Также используем данные, которые собирают ученые и обычные люди для того, чтобы больше узнать о мире и окружающем нас мире. So, back to Polessia. Вернемся к Полесью. So Polessia is important for a huge variety of wildlife. Почему важен Полесье? Потому что там большое количество разнообразных видов флоры и фауны. Including rare and endangered species. Там проживает большое количество редких и видов животных. Now, wildlife is declining all over the world. Количество этих животных уменьшается по всему миру. And in order to protect this wildlife, we need to understand more about it. Для того, чтобы их лучше защитить, нам нужно больше о них узнать и понимать. About what habitats it needs. Нам нужно знать больше об их местах обитания. About where it needs to breed and what food it needs to eat. Нам нужно знать больше о том, где они размножаются и что они потребляют в пищу. And how much land it needs to survive. Также нам нужно знать размер территории, на которой они могут выживать. So how do we go about finding out this data? Как же нам узнать все эти вещи? So traditionally, we would go out into the field. Обычно мы идем, что говорится, в поля. With our binoculars or our butterfly nets. Берем свои бинокли с собой, берем свои сети. We would observe the wildlife there. Наблюдаем за животными. We'd identify it, we'd count it. Сачки. We'd measure it, and we'd compare the different sites we'd done that with. Мы наблюдаем за видами животных и растений, мы их измеряем по возможности и сравниваем с данными, которые у нас уже есть. However, in this project, this is quite difficult to use these methods. В этом случае, в случае с этим проектом, есть определенные сложности с применением тех техник, которые мы использовали ранее. It's a huge area of Polessia. It covers over 180,000 kilometers squared. Потому что это очень большая площадь, примерно 180 тысяч квадратных километров. It's a very complex environment. И дело в том, что там очень сложный ландшафт. It contains a mosaic of different types of habitats. Он представляет собой мозаику различных мест обитания животных.
And not only is it complex, but these habitats are changing. Но не только сложно, а дело в том, что он постоянно изменяется. They can change from day to day. If it's sunny, we might see a lot of butterflies out. If it's rainy, there might not be very many. В зависимости от погоды, например, если солнечный день, мы видим больше бабочек, если идет дождь, то мы их можем вообще не увидеть. It changes from throughout the year, from season to season. Конечно же, есть там и сезонные изменения. And it's also changing long term with climate change or disturbance caused by humans. Конечно же, и этот регион испытывает на себе влияние изменения климата и антропогенного фактора. And we also have, with any research, we have limited resources. Как любые исследователи, у нас ограниченные ресурсы. We have limited money and we have limited amount of people to go and collect this data. У нас ограниченные финансовые ресурсы и людские ресурсы. So we have lots of challenges. Так, видите, что нам предстоит решить очень много проблем, очень много вызовов перед нами. And it might be difficult using these traditional methods to complete the project. Иногда традиционных методов для завершения таких проектов недостаточно. So I'm going to talk to you about some of the cutting-edge methods that we're going to use in this project to try and combat these challenges. Поэтому я сейчас расскажу вам о тех последних передовых методиках, которые мы будем исследовать для того, чтобы решить все стоящие перед нами проблемы. So one method we're going to use is acoustic sampling. Первый метод, который мы будем использовать, это акустическое сэмплирование. Now you may have seen the recorder out there today. Видели уже, наверное, как выглядит такой аппарат. This can be programmed to automatically record sounds in the natural environment. Его можно автоматически запрограммировать на запись звуков в окружающей среде. So it can be, someone can take it out, leave it, and then it will record at set times, and it will wake up when it hears a bird calling or a bat echolocating. Например, его можно запрограммировать, оставить в какой-то местности, и в определенное время он будет включаться или включаться на определенные звуки. Например, на звуки, которые издает летучая мышь или другое какое-то животное. And this is particularly good at sampling some very hard to see animals, so for instance bats or owls, which are nocturnal. Это устройство хорошо подходит для записи звуков, которые издают животные, которые не так просто иногда увидеть, например, сов или летучих мышей. And also we can sample many locations at the same time. Также с помощью этого прибора легко проводить сэмплирование в большом количестве местностей. Whereas if you have one bat expert or one bird expert, they may be able to go to one location at one time. Потому что когда у вас есть эксперт по одному из видов, например, летучих мышей, он может быть только в одном месте, в одно определенное время. We can also sample over a long period of time. Мы также можем брать звуковые образцы в течение долгого периода времени. Acoustic recorders don't get tired. They continue working for however long you need them to. Потому что эти приборы, они не устают, они работают столько, сколько они должны работать, насколько запрограммированы. They're also very consistent. Each one uses the same technology. Они также используют все одну технологию и практически их легко заменить один на другой. Whereas one person may see differently the environment they're in to another person. Это означает, что их результаты будут устойчивы, поскольку у всех людей, у всех экспертов может быть разный взгляд на одни и те же вещи, могут отличаться эти взгляды. So this leads to very consistent data collection. Это означает, что данные, которые будем получать, они будут не сильно варьироваться по отношению друг к другу. But what do you do with all that data? Что же делать со всеми этими данными, которые мы соберем? You get hundreds, possibly thousands of hours of recordings. У нас будет сотни, возможно, тысячи часов записи. Well, you can't listen to it all. Все это прослушать, конечно же, невозможно.
So we've developed a computer program to automatically identify animal calls. Поэтому мы разработали компьютерную программу, которая позволяет автоматически идентифицировать звуки животных. Now this is almost complete for the bats that are present in Belarus. For the bats that are present in Программа Belarus. полностью практически завершена для работы со звуками, которые издают летучие мыши в Полесье. And we will continue to work on other animals such as crickets or birds or small mammals. Мы продолжим работать с подобными программами для записи звука, которые издают сверчки, например, птицы или другие млекопитающие. Now this program, it doesn't listen to the calls. Эта программа сама по себе, она не слушает эти звуки, которые издают животные или птицы. But it can tell apart small differences in the shapes of the calls. Но она может передавать, она может идентифицировать небольшую разницу в этих звуках, в изменении звука. So these are 3 different bat species in their Например, calls. здесь изображены звуки, которые издают 3 разных вида летучих мышей. So acoustic sampling, fantastic possibility. То есть первое, как я уже говорил, фантастические возможности нам дает акустическое сэмплирование. However, not every animal makes a noise. Однако не все животные издают звуки. For instance, invertebrates, fish. Например, там, рыбы не издают звуки. However, every species has unique DNA. Однако у каждого вида уникальная ДНК. We have unique DNA as well. У нас, конечно же, тоже уникальная ДНК у людей. And animals leave this DNA in the environment when they move around. Животные, когда перемещаются, оставляют след из своей ДНК за собой. They may shed their skin, or when they die and decompose. Они могут, например, иметь повреждения кожи, или, например, когда они погибают, они начинают разлагаться. And this all leaves DNA in the environment. Это все оставляет ДНК в окружающей среде. So what we can do is we can extract this DNA from environmental samples. Что же нам делать? В данном случае мы можем получить экземпляры этой ДНК и извлечь их из окружающей среды. For instance, soil and water. Например, из почвы или воды. And we can identify which organisms have been in these samples. Мы можем таким образом идентифицировать по ДНК, кому именно они принадлежат. So this is quite a complementary method to acoustic recording. Дополнительный метод исследования, который сопутствует акустическому сэмплированию. And this method is incredibly fast, so we can identify thousands of species in a few weeks in many, many samples. Этот метод исследования очень быстро позволяет нам определить тысячи видов всего лишь за несколько недель. We can sample many different taxa. Мы можем сэмплировать очень много различных подвидов тоже, да. And because we can have such large sample sizes, Поскольку у нас такие крупные размеры вот этих количества материала, бывает, которые нам нужно исследовать, we can detect very small changes between habitats or over time. мы можем даже идентифицировать, обнаружить небольшие изменения между местом обитания этих видов в течение определенного времени. For instance, this could be very useful when we're monitoring how effective our restoration of habitats can be. Таким образом, мы можем оценить, насколько эффективны наши меры по восстановлению habitat, места обитания. This also, along with acoustic recording, reduces bias, so it's very consistent. И точно так же, как предыдущий метод акустического сэмплирования, это вид совершенно беспристрастный. Because we're identifying animals chemically and not by sight. Потому что мы идентифицируем в данном случае животные с помощью химических реакций, а не визуально. And the technique is consistent, so potentially this can be done over many years. Ну и, конечно же, эта техника очень стабильная, которую можно применять в течение большого количества лет. So we've actually talked quite a lot about eagles previously, so I'm actually going to skip this. Мы уже очень много сегодня говорили об орлах, поэтому пропущу.
Anyway, we're going to use a lot of modern methods in this project. Как я уже сказал, мы очень много можем использовать современных методов исследований в этом проекте. And this couldn't be done without an international team of experts. Конечно же, это невозможно без участия международных экспертов и команды экспертов в данном случае. And we're very lucky that we have this in this project. И я очень счастлив, что у нас есть такая команда для этого как раз проекта. And not only in this project, but we also have an international community. Мы, конечно же, общаемся с международными экспертами за уставом не только в этом проекте, но у нас есть целое сообщество во всех странах. In the Endangered Landscapes program. В рамках программы вот таких ландшафтов, которые подвергаются угрозе. Which has many projects in many countries and many scientific experts. Потому что под них попадает очень много стран, экспертов в разных странах. And hopefully, between all these projects, надеюсь, что между этими всеми проектами we can share this knowledge of both researching wildlife, but also how to protect it. Мы будем обмениваться информацией не только по самим ландшафтам, но и по методам улучшения и восстановления этих ландшафтов. And we can reach the ultimate goal of improving and expanding natural areas for wildlife and people. В какой-то момент я надеюсь, что мы дойдем до нашей самой главной цели, которая является как раз увеличение природных зон, таких для обитания людей и дикой природы. Thanks very much for listening. Спасибо.